Друзья, всем привет! С вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня 3 июля, воскресенье, и на моем канале очередное новое направление из Екатеринбурга в Нижневартовск. Вылет авиакомпании Rusline в 9 утра ровно, прилет в 10:55 по местному времени, которое такое же, как и в Екатеринбурге. Но мне кажется, по ощущениям, минут на 10 должны прилететь раньше. На этом направлении летает только авиакомпания Rusline, поэтому обратно я также в Екатеринбург полечу этой авиакомпанией. Перелеты осуществляются 3 раза в неделю: понедельник, пятница и воскресенье. Стоимость авиабилетов в зависимости от глубины продаж может быть около 5000, 6000. И на сегодняшний рейс, буквально часа за 2 до вылета, стоимость авиабилета была около 7000. Сейчас вы видите, погода очень хорошая в Екатеринбурге. В Нижневартовске вроде бы должна быть не очень хорошая погода. Температура плюс 16 градусов. Идем в терминал аэропорта Кольцово посмотреть, что там изменилось. Не был там последние несколько месяцев. В терминале Б произошли изменения. Помните, здесь стоял макет, я его когда-то показывал в предыдущих обзорах. Теперь он стоит здесь. Это терминал Б. Здесь еще недавно были тестирования на ковид, сейчас они закрыты, то есть нет такой необходимости. Видимо, так. На первом этаже в ресторане постоянный пассажир, который никак не может улететь. Посмотрите его в моих предыдущих обзорах. Здесь традиционный магазин товаров в дорогу. Сейчас в 8 часу утра, примерно 7:30, вот такое количество людей. То есть традиционный утренний разлет. По воскресеньям тоже летают люди не меньше, чем и в будни. На Rusline традиционно посадка идет на последних стойках. Всего здесь 51 стойка. Аэрофлот, российские авиалинии, пассажиры бизнес-класса. На втором этаже часть терминала перекрыта. Идут работы по расширению чистой зоны терминала Б и отделению его от терминала А. Поэтому часть кресел вынесены в терминал А. Время раннее, поэтому люди еще спят. Но также вы можете поспать в этом капсульном отеле. Работает круглосуточно. Детская игровая зона сейчас закрыта. Раньше на этом месте висел телевизор, но сейчас он куда-то подевался. Перед выходом можно перекусить пиццы или сходить в то кафе. В одном из кафе на втором этаже можно увидеть карту мира перед выходом в чистую зону. Кассы авиакомпании можно найти на втором этаже справа. Один из медицинских центров, которые делают тесты, все-таки обнаружился на втором этаже. Раньше он был на первом, теперь переехал на второй этаж справа. Терминал А.
правой части терминала А есть замечательное окно, из которого открывается отличный вид на летное поле. И на грузовой терминал. На выходе в чистую зону традиционный магазин Duty Free. Или что-то в этом стиле. С соответствующими ценами. Традиционные кафе и рестораны в этом месте. Некоторые незначительные изменения произошли в составе магазинов в чистой зоне, но в основном большинство магазинов осталось те же. Доброе утро. Точно, я вспомнил, мы летали на каком-то рейсе, да? Горно-Алтайск. Точно, это было 2 года назад. Пассажиры, говорит командир. Меня зовут Тимиргалиев Тимур. От имени компании «Руслан» я и мои коллеги радуют с пресс-борту регионального самолета CG-200, выполняющий рейс 817 по маршруту Екатеринбург, транзит на аэропорт Нижневартовск и Томск. Расстояние до Нижневартовска составляет 1100 километров. Этот путь мы пройдем с вами на высоте 9500 метров, время пути составит 1 час и 40 минут. Сейчас в Нижневартовске хорошая погода, температура воздуха плюс 18 градусов. Любые вопросы, которые у вас появятся по ходу рейса, вы можете адресовать нашему бортовнику и имени Евгения. Мы закрыли двери, вскоре приступаем к запуску двигателя, поэтому располагайтесь. Желаю вам приятного полета и хорошего настроения. Благодарю за внимание. Уважаемые пассажиры, позвольте ознакомить вас с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета. Самолет имеет 4 аварийных выхода. 2 выхода в передней части самолета и 2 выхода на крыло. Аварийные выходы ясно обозначены световым табло «Выход Exit». Световая дорожка, расположенная в проходе между креслами, укажет направление к выходам. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически с панели над вашим креслом. В этом случае немедленно потяните маску на себя,
Снимите защитную маску, прижмите кислородную маску к носу и рту, закрепите на голове, дышите нормально. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте кислородной маской сначала себя, затем ребенка. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения светового табло. Застегните ремни. Чтобы застегнуть ремень, ставьте металлический наконечник в пряжку. Туго затяните ремень. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Более подробно ознакомиться с правилами использования и размещения аварийно-спасательного оборудования вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане впереди стоящего кресла. Здесь подлокотники, убрать столики, открыть шторки иллюминаторов, застегнуть и туго затянуть ремни безопасности. Пока горит световое табло, застегните ремни, просим вас не использовать наушники. Благодарю за внимание. Уважаемые пассажиры, мы готовы к взлету. Просим убедиться, что ваши ремни безопасности застегнуты и туго затянуты. Благодарю за внимание. но мы рекомендуем вам не расстегивать ремни безопасности без необходимости. На всех рейсах авиакомпании «Руслайн» курение, в том числе электронных сигарет, строго запрещено в течение всего полета. Туалетная комната расположена в хвостовой части самолета и оборудована детектором дыма. На борту к вашим услугам имеется аптечка первой помощи, достается вам по предложению.
Для вашей безопасности мы просим вас соблюдать личные меры предосторожности. Пожалуйста, используйте средства защиты в течение всего полета. Отдых в полете предоставляется по вашему запросу. Благодарю за внимание. Уважаемые пассажиры, мы готовы к посадке. Просим убедиться, что ваши ремни безопасности застегнуты и туго затянуты. Благодарю за внимание.
Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту Нижневартовск. Напоминаем, температура воздуха плюс 13 градусов. Местное время 10 часов 40 минут. Для вашей безопасности просим вас не расстегивать привязные ремни и оставаться в кресле до полной остановки самолета и отключения светового табло. Застегните ремни. К выходу вы будете приглашены. Покидая самолет, не забывайте свои вещи. Будьте осторожны и внимательны при выходе из самолета на трап. Багаж вы получите в багажном отделении аэровокзала. Командир корабля и экипаж благодарят вас за полет самолетом авиакомпании «Руслайн». Мы желаем вам всего доброго. Надеемся вновь увидеть вас на борту наших самолетов. Уважаемые пассажиры, приглашаем вас к выходу. Не забывайте личные вещи, документы, электронное устройство. Проверяйте карман впереди стоящего кресла. Спасибо, хорошего дня. Спасибо и вам. Голову берегите. До свидания. Спасибо. Доброго, на трапе осторожнее. До свидания. До встречи на обратном рейсе. Осторожнее на трапе. До свидания. Доброе утро. Здравствуйте. Пассажиров, ожидающих получения багажа, просим оставаться в зоне выдачи. Пассажиров без багажа приглашаем к выходу. Друзья, прилетели в аэропорт Нижневартовска.
Остановка общественного транспорта прямо перед аэропортом. На втором этаже касса, сменный администратор, зал ожидания. Друзья, по традиции аэропортовую площадь посмотрим на вылете. Я вот только сейчас понимаю, что я прилетел вот в это здание. Видимо, это терминал прилета, я так понимаю. А это, наверное, уже терминал вылета. Я сейчас пока не готов утверждать. Потом на вылете посмотрим более подробно. И эти терминалы, и аэропортовую площадь. Сейчас я пойду на общественный транспорт. Сейчас смотрю со стороны выдача багажа и то место, откуда мы вышли, это международный терминал 2. Я, честно говоря, понять не могу, или он используется для международных рейсов, или тут еще терминал для выхода пассажиров на все рейсы. Кто в курсе, напишите, я пока не разобрался. И терминал 1 находится справа. Вот, наверное, я туда пойду на вылет. Вот так в целом выглядит аэропортовая площадь. У меня буквально в 16 часов через 5 уже вылет обратно в Екатеринбург, поэтому мне нужно поймать вон тот автобус, один из них, и поехать в город на час, на два хотя бы прогуляться. К сведению пассажиров, у выхода номер 1 на втором этаже терминала 1 заканчивается спецконтроль, предполетный досмотр на рейс 817 в Томск, авиакомпании «Руслан». Друзья, вот объявили продолжение рейса в Томск. Но хочу сказать, что чутье меня не подвело. Мы действительно прилетели даже не на 10, а на 15 минут раньше расписания, то есть без 20:11. Ну вот местные собачки лежат, отдыхают. Наверное, у них нет билета. Справа от терминалов историческая фотостена. Аэропорт назван в честь Муравленко Виктора Ивановича. Сейчас подойдем к остановке и посмотрим, какие там есть виды транспорта, куда можно уехать. Здесь ходят сразу 4 рейса, чего нет даже в Екатеринбурге. А в некоторых аэропортах вообще нет сообщения с городом. Поэтому в плане транспортной доступности аэропорт очень доступен из разных районов города. Друзья, прилетел в аэропорт Нижневартовска, встретил он замечательно. Подвожу итоги. Аэропорт Кольцово. Единственный параметр, который я оцениваю, это открытость к съемкам. Кольцово отлично. Авиакомпания «Руслан», ну вы видели, замечательная авиакомпания, региональная, спасает на разных местных направлениях. Кроме нее может и не быть больше другой авиакомпании, и авиакомпания открытая, поэтому ставлю 5, и еще лично от себя плюсик. И аэропорт Нижневартовска тоже меня очень сильно порадовал, я его еще не успел узнать. Здесь летает Машкара, может, вы видите. Аэропорту Нижневартовска я ставлю тоже 5. Открытый аэропорт, клиентоориентированный, подчеркиваю это, поэтому с плюсом. Итого 5 с плюсом. Сейчас, как я уже говорил, по-быстрому постараюсь съездить в Нижневартовск, посмотреть достопримечательности, и потом хотя бы часа за полтора, может быть за 2 здесь появлюсь. Часов 14 вылет Русланом снова, и изучу аэропорт поподробнее. Поэтому обязательно подпишитесь для того, чтобы не пропустить более подробный обзор аэропорта Нижневартовска. Всем хорошей погоды. Здесь около 13-14 градусов. Пасмурно, надеюсь, дождя не будет. Всем пока!